Привет, привет, с вами Алена, и сегодня у нас вот такое интересное и необычное до. Ну, вообще, девушка обратилась с проблемой на большом пальце, получается, левой руки, там у нее небольшая трещинка возле кутикулы, которая получилась после, ну, я так понимаю, последнего маникюра. Вот, кстати говоря, такое травмирование достаточно типичное и прям очень сильно популярное, по крайней мере, у меня, поэтому начнем работу с него. Из недостатков, которые я вижу в этой работе, да, ну, мы сейчас не будем говорить, что там кто-то очень плохой мастер, и вот это вот все. Ну, просто есть косячки. Тут клюющие ногти, и надо бы их поднять, потому что из-за того, что нагрузка распределялась неверно и архитектура выстроена неправильно, там везде трещинки. А здесь на больших пальцах я вижу то ли пропилы, то ли последствия ковыряния. Но она вроде как ничего не трогает, поэтому осмелюсь предположить, что вот эти ямки — это какие-то остатки от предыдущих маникюров. Мы вроде как с ней поговорили, и она даже вспомнила, что были у нее какие-то загулы налево от своего мастера. Ну и, собственно говоря, последняя вот эта трещинка — это тот же самый загул. Ну, ничего страшного, это все поправимо. Мы сейчас зачистим, уберем длину, ну и, в общем, приведем пальчики в чувство. Вот обратите внимание, насколько нежно и осторожно я отодвигаю апельсиновой палочкой, просто банально, чтобы показать. Я предполагаю, что эта трещина из-под кутикулы выйдет еще через какое-то время, потому что она еще не до конца вылезла. Ну а на остальных пальчиках у нас примерно вот такая картина, то есть они все переломаны они по стрессовой зоне. Как видите, он растет вниз, и вполне логично, что при эксплуатации ногтей, при втыкании куда-либо трещина будет именно по стрессу. Ну а на больших пальчиках мы видим вот такие вот веселые борозды. В общем, было принято решение убрать длину свободного края и сделать квадрат. Ну, я поняла, что здесь придется не только чинить все эти сломанные ногти, но и восстанавливать параллели и в сторону растущие ногти. Как видите, они все туда-сюда, короче, по-разному. В общем, будем сегодня использовать полигель, ремонтировать трещины, делать маникюр. В общем, что мы только сегодня не сделаем. Борозды на ногтях, которые вы сейчас видите, остаются от снятия твердосплавной фрезой. У меня очень такая жестокая фреза, но она снимает быстро, и я умею с ней правильно работать, поэтому будьте осторожны. Фрезу, конечно, лучше выбирать помягче. Ну, а я тем временем решила, почему бы и не использовать педикюрный бафик для рук. И, в принципе, тема достаточно прикольная. Ну, интересно, быстро. Ну, уже же все дисками, по-моему, спиливают покрытие, убирают длину. Вот я решила забафить ногти. Ну, а дальше нам останется выполнить сам маникюр. И я, наверное, начну с большого пальца. Еще раз повторяю, кожа на больших пальчиках в ростковой зоне, в зоне лунулы часто бывает мягкая, точнее не кожа, а ноготь. Мастера в попытках сделать глубокое, качественное, хорошее покрытие пытаются разорвать эти склейки, там пролезть поглубже, и в итоге мы получаем вот такой результат. Конечно, никто от этого не умрет. Ну, наверное. Ну, по крайней мере, пока туда что-то не попало. Но ситуация, безусловно, неприятная, и клиент тоже недоумевает, что же с ним за напасть такая случилась, какая-то жестокая вселенская несправедливость, хотя это банальная травма, и она еще будет вырастать. И сейчас объясню, почему ее на данном этапе нельзя покрыть, там, закрыть полигелем и так далее, потому что мне очень много пишут, типа, почему нельзя ее просто закрыть? Ее можно, но только в тот момент, когда она вырастет из-под кутикулы, когда она спустится ниже, потому что сейчас я не знаю, насколько глубоко она раскроется, и если мы покроем вот то, что есть, то потом у нас будет кармашек для входа инфекции. И я не поленюсь, закину сторис, у меня есть фоточка, прислала подписчица о том, как выглядит незачищенный анихорексис, перекрытый гелем там, или акрилом. То есть там все просто позеленело, потому что была грязь. Мы не можем просто взять и покрыть на незачищенную травму. Я надеюсь, что я понятно это объяснила. Поэтому сегодня мы покроем эту трещинку в обход для того, чтобы дождаться того момента, когда она полностью вырастет. И хочу сказать, что в идеале для таких ногтей убирать нагрузку на свободный край. То есть убрать свободный край, поднять свободный край и, конечно, им не биться. Ну вот мы сейчас убрали длину и будем поднимать все ногти с помощью акригеля. А пока я взяла пряморежущий и убираю все вот эти наши трещинки, потому что у нас в планах грандиозный ремонт. Тут, как видите, все
переломано, и я знаю, что многие сейчас напишут, что легче было бы все это спилить и нарастить заново. Но я решила использовать натуральные ногти в качестве шаблона, то есть для того, чтобы мне было легче выкладывать полигель. Я немного распиливаю трещины для того, чтобы туда зашел материал. Обычно я делаю именно так. Нет смысла там что-то истончать, нам все равно все нужно будет поднимать. Как видите, вот настолько провисает натуральный ноготь. И, конечно, в первую очередь это не эстетика, а именно неправильное распределение нагрузки, что и дает вот такие трещины. Обратите внимание, если у кого-то есть клиенты с такими сильно прям клюющими ногтями, то там даже при небольшой длине, как правило, по всем стрессовым зонам, по точкам роста обычно бывают трещина на трещине. Мы берем полигель, я использую для этого апельсиновую палочку. В последнее время что-то мне прям она полюбилась. И дальше с помощью смоченной в обезжиривателе апельсиновой палочки я распределяю полигель. Естественно, смотрю сбоку, смотрю по параллелям, так, чтобы у меня была примерно та форма, которая мне нужна. И дальше выглаживать я уже помогаю себе и кисточкой с натуральным ворсом. Она у меня для акрила, но я ее использую неправильно. После того, как результат меня устроил, а мы сделали это на всех ногтях, потому что там по-любому надо было спасать. На безымянном, кстати говоря, произошел казус. Мы немножко не попали в лампу, но это тоже все поправим. Дальше я начинаю разбираться сначала с длиной свободного края, подгоняю ее на всех ногтях, а потом уже опиливаю поверху и поправляю все это дело изнутри. Использую несколько фрез, керамическую, твердосплавную. В общем, все, что мне было удобно на тот момент, чтобы это было красиво. Вот, посмотрите, как классно можно убрать свой натуральный ноготь изнутри. И по сути своей это уже не натуральные ногти, а просто смоделированные. Она же сложная коррекция, она же коррекция с поднятием клюющего края. Короче, как ни назови, главный результат, чтобы это было красиво и чтобы это было изящно. И дальше, так как у нас укрепление полигелем выполнено на большую часть ногтевой пластины, я просто буду делать выравнивание базой. У меня вот такая вот розово-молочная база, по-моему, она была от Black. Да, точно, она была от Black. Вот такая красивая база. И потом еще на ней мы, конечно же, зарисуем френч. Но обратите внимание, что я покрываю в обход трещинки. То есть я промазываю все вокруг и игнорирую тот участок, где, собственно, есть у меня вот эта травма. Потому что мы будем ждать, когда все это дело срастет. Выравниваю в обычном режиме, выводим пузыри, все распределяем аккуратно. Не забываем перевернуть пальчик. Я этого в кадре не показываю, потому что мой штатив находится достаточно близко к ноготочку, и мне это просто неудобно. А дальше рубрика «Девочки такие девочки». Короче, наконец-то я доехала и купила эти светоотражающие лаки. Я знаю, да, что они уже у всех есть, а у меня вот они только сейчас появились. И такая показываю, она такая: да-да-да, мы сейчас накрасим, смотри, какие классные. Мы там их крутили, вертели. Это, кстати, время было ночь. И на выходе что мы делаем? Мы делаем цветочки. Я не знаю, как это объяснить. Но, мы используем вот такие вот оттенки, добавляем немножко гель-краски, намешиваем в произвольном порядке. Главное, лично мне нравится смешать не до конца, чтобы цвет был неоднородный. Тогда за один мазок можно будет выполнить очень красивый рисунок. Делаем моей любимой техники. Она называется тяп-ляп. Быстро и красиво, когда ты просто... я не знаю, как это объяснить. Просто делаешь мазки, и в итоге появляется вот такой вот красивый рисунок. А топ в итоге нам все это дело соединит. В общем, где-то зеленушка, где-то цветочки, где-то листочки, и на выходе у нас прям получается вот такой вот рисунок. На самом деле, конечно, такой техники, наверное, даже не существует. То есть это просто вариант очень быстрой росписи в 11:30 ночи на ногтях. Вот, когда уже у всех силы на исходе, а что-то красивое нужно. Блестки в итоге посмотрели, не зашли. Получается вот что-то вот такое вот. Добавляем немножко беленького. И дальше нам останется перекрыть все это дело топом. Топ мы выбрали глянцевый. Он отлично соединяет все элементы воедино. И все будет смотреться прям как такая целая красивая картинка.
Выравниваем, переворачиваем и отправляем на просушку. Ну, без френча, короче, у нас тоже не обошлось. Мы взяли красивый голубой и сейчас рисуем френч. Мне, в принципе, нравится вот такое сочетание, особенно когда база не нюдовая, а именно вот такая вот молочная или молочно-розовая. Цвета как будто становятся ярче, а руки становятся немного загорелее. В общем, все это разравниваем, распределяем. Схема френча, я думаю, сейчас вы начнете писать, но, если честно, у меня так много этих видео. Но если прям очень надо, то я могу еще одно подробное для вас снять. Ну и на выходе вот так выглядит наш дизайн. Это, кстати говоря, оттенок был голубого лака. Капельки — это просто вода. Кожа была сухая, немного сложная в работе, но мы справились. В общем и целом результат вот такой вот классный получился. Жду ваше мнение в комментариях. И пока-пока. С вами была Алена. До новых встреч.